Да нет, да ну нафиг. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео я сравню ChatGPT и Алису GPT 2.0, либо Яндекс GPT 2.0. Дело в том, что на днях я записал в своем Reels, в своей инсте запрещенной, сразу же скажу, что инста запрещена в России, запрещенной инсте написал Reels, в котором рассказал, что я боюсь сегодня, что люди начнут использовать отечественные нейросети, отечественный искусственный интеллект и немножко разочаруются в этом системе, в этом подходе. Потому что чат GPT, к сожалению, да, доступен не всем. Есть специальные инструкции, где вы можете зарегистрироваться, пройти все эти вот круги ада для того, чтобы пройти регистрацию, но это того стоит. Вот. И мне там несколько человек сказали, что ну как бы не очень хорошо так отзываться о отечественном софте, поэтому я решил записать такое видео и показать вам, в чем разница между этими двумя площадками. И мне самому даже стало интересно, я ни разу не пользовался Алисой, ни разу не пользовался Яндекс GPT, Алисой пользовался, Яндекс GPT, тем более Яндекс GPT 2.0 ни разу не пользовался, но я использовал активно чат GPT. Он мне помогает создавать контент там, для моего Telegram, для моей инсты, для ВК, для Дзена. Помогает создавать сценарии для Reels, для роликов YouTube. Поэтому я его активно использую. Яндекс GPT я же буду использовать здесь с вами первый раз. Значит, я подготовил три варианта. То есть я хочу посмотреть по трем параметрам. Так как я связан с маркетингом, первая тема будет, конечно же, маркетинг. Вторая тема будет мы представим, что мы какой-то человек, и, соответственно, нам необходимо будет этого человека устроить на работу, используя нейросети. И третье, самое банальное, у меня дочка учится в школе, поэтому я взял задачу по физике за 7 класс и скинем ее туда и туда, и посмотрим, какая из нейросетей, соответственно, решит эту задачу лучше. Значит, первая тема маркетинг. Давайте сначала зададим, наверное, вопрос Яндекс GPT здесь и посмотрим, какой ответ она нам даст. Сразу скажу, что все промпты я заранее подготовил, чтобы здесь не отвлекать, и видео было максимально коротким и максимально информативным. Значит, смотрите, первый запрос, тема маркетинга. Я ему говорю, что ты копирайтер. Ну, не маркетинг, ну, копирайтинг. Ты не играешь роль, ты реально великий копирайтер, которого я нанял, и ты должен мне помочь. Подготовь контент-план для инсты на неделю для моей ниши. Ниша дизайн интерьера. Контент-план должен быть в формате таблицы по дням недели. Задача контента, который я публикую, это увеличить продажи в моем бизнесе агентства дизайна интерьера. Контент должен закрывать следующее возражение сегмента целевой аудитории. Не знаю, что хочу, мало денег на дизайн, и дизайн не позволит мне сделать качественный ремонт. То есть такой достаточно простой, наверное, промпт, без каких-либо усложнений, но в принципе по нему уже будет видно, кто как ответит. Давайте зададим этот вопрос и сейчас посмотрим, что нам придумает Алиса. Значит, хорошо, она сразу же начала нам формат таблицы расписывать. Взяла понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Достаточно быстро, да, она мне все ответила. Значит, тип контента обучающий пост, пост о том, как самостоятельно создать дизайн своего дома с минимальными затратами, видеообзор на услуги дизайна интерьера под ключ, ответы на часто задаваемые вопросы дизайна интерьера, примеры реализованных проектов с фотографиями до-после, рассказ о том, как клиенты успешно применили дизайн интерьера и какой результат получили. Конкурс на лучший эскиз дизайна комнаты с призами от вашего агентства. Интервью с клиентом, который рассказывает о своем опыте работы с вашим клиентом. В принципе, да, я удивлен, Алиса GPT хороший ответ мне дала. Яндекс GPT. Сейчас точно такой же вопрос мы зададим непосредственно чат GPT, но прежде всего я бы хотел, наверное, выбрать в чат GPT. У них появились возможности выбирать направления для своих для своих помощников. И, соответственно, я выбрал направление копирайтинг. И сейчас сюда задам вопрос. Посмотрим, что он нам сгенерирует. Вообще-то мы, скорее всего, попросили только идеи, наверное, без какого-то текста. Давайте еще в уточнение попросим его сделать нам текст какого-то поста и также их сравним. Но, скажу честно, я удивлен. Алиса, не Алиса, Яндекс довольно быстро нам дала контент-план на неделю. Мы можем смотреть, пока создается, соответственно, контент, мы можем тут же уже сделать какие-то
для себя вывод. Смотрите, значит, здесь также была таблица по дням недели. Если Алиса выбрала, соответственно, 3 столбца, это по день недели, тип контента и описание. То есть достаточно просто. То ChatGPT 4 уже немножко сделал посложнее. То есть он сделал уже день недели, он написал тему, которую он будет рассматривать в рамках своих публикаций, своего поста. И также сделал отдельный столбец с целью. То есть он прописывает, для чего необходимо делать этот пост. Значит, описание. Публикация фото современных дизайнов интерьера, подчеркивающие разнообразные стили. Показать разнообразие вариантов, помочь клиентам определиться с предпочтением. Ну, интересно, да? Но пост о том, как самостоятельно создать дизайн своего дома с минимальными затратами. Вот. Дальше, значит, вторник он нам говорит про бюджет и качество. Среда про процессы работы. Подчеркнуть, что качественный дизайн доступен для различного вариантов бюджета. Пост о том, как создать стильный дизайн в рамках ограниченного бюджета с примерами из вашего портфолио. История в сторис о процессе работы над проектом с акцентом на взаимодействие с клиентом. То есть, да, он кроме контента, если здесь он нам просто написал идеи для контента, то здесь он нам еще говорит, что, слушай, да, контент это не только то, что ты публикуешь в Инстаграме, в своей ленте. Контент это еще и сторис. И здесь он сделал упор именно на сторис. Следующий четверг, да, серия фотографий до-после ремонта, показывающие впечатляющие изменения, подчеркнуть визуальный эффект и качество работы. Отзывы, также у Алисы тоже, если не ошибаюсь, были отзывы, да, вот в воскресенье отзыв, интервью с клиентом, который рассказал о своем опыте работы с вашим агентством. Здесь же он в качестве отзыва говорит публикация отзывов довольных клиентов с фото их интерьеров, повышение доверия, социального доказательства и качества услуг. Интерактив, здесь у Алисы, если не ошибаюсь, тоже был какой-то интерактив. Да, вот конкурс на лучший эскиз дизайна комнаты с призами от вашего агентства. Ну, сомнительный, конечно, конкурс. Вряд ли кто-то из дизайнеров будет создавать нам подобное для того, чтобы выиграть какой-то приз. Здесь же он предлагает провести интерактив, вопросы и ответы в сторис с викторинами о дизайне, опрос предпочтений. То есть он тоже тут заказывает сторис и говорит, что это тоже часть контента. Увеличить вовлеченность интерактивом с аудиторией, то есть создать отношения с аудиторией. Я его прекрасно понимаю. Релакс, воскресенье, да, люди отдыхают и, соответственно, публикация расслабляющих интерьеров, идеальных для воскресного отдыха. Здесь же нам хотел сказать про отзывы. Ну, слушайте, да, вот я не знаю, как вам, но мне кажется, что это более как бы такой качественный, наверное, контент-план, в котором не только есть информация, что необходимо сделать, но и, соответственно, информация, для чего мы это делаем. То есть цель подчеркиваю. Я здесь вижу, вот в этом контент-плане, я вижу, что все посты немного связаны между собой. Конечно, я, может быть, сейчас что-то придумываю, но, на мой взгляд, ChatGPT с этим задачей справился лучше. Вот. Давайте перейдем к следующей задаче. К сожалению, я не нашел, как убирать предыдущее окно. Еще раз говорю, я первый раз пользуюсь Алиса, Яндекс.GPT, и, к сожалению, я пока не нашел информацию о том, как убирать вот эти вот окна и создавать новое окно в рамках общения с Алисой. Знаете, вот между нейросетями, в чем преимущество там того же ChatGPT с другими нейросетями, что у него есть возможность создавать новые окна, и каждый чат это ты можешь сначала обучать бота, а дальше уже задавать ему определенные вопросы. К сожалению, вот если мы продолжим, наверное, в этом окне общаться с Яндекс.GPT, то получится какая-то белиберда. Давайте попробуем в рамках видео. Я думаю, что попробовать стоит. Значит, вторая тема – это взять что-то хайповое. Да? Например, мы ему скажем, что мы специалисты по контекстной рекламе, мы новички, что нам необходимо созвониться с первым со своим в жизни клиентам и предложить ему продать свои услуги. Я ни разу ничего в жизни не продавал, мне нужен железобетонный сценарий нашего разговора с потенциальным клиентом и скрипт продающий онлайн встречи.
Давайте отправим... вот она... Нет, все-таки она продолжает разговор здесь же. И прописывает нам сценарий разговора. Да? По пунктам сначала мы должны приветствоваться, спросить, рассказать, как нас зовут. Я являюсь специалистом по контекстной рекламе и хотел бы предложить вам свои услуги. Дальше мы должны обсудить потребности. Для начала давайте обсудим, какие проблемы вы бы хотели решить с помощью контекстной рекламы. Неплохо. Презентация своих возможностей. Ну, достаточно, как специалист по контекстной рекламе, я могу помочь вам в следующих вопросах. Повышение видимости вашего сайта, увеличение трафика, привлечение новых клиентов. Ладно, приведение успешных кейсов. У меня есть опыт работы с компаниями в разных сферах. Видите, вот про эти вот моменты я и говорил. То есть мы в промпте, мы в запросе уже рассказали, что мы новички, мы первый раз, нам страшно, у нас руки горят, мы должны встретиться с заказчиком, мы должны здесь показать опыт работы в разных сферах деятельности, да, вот некоторые из них, ну, достаточно примитивно. Да, после этого у меня уже отпадает желание там что-то делать, когда мы задаем вопрос, а он нас не слушает, он пишет то, что он хочет. Ладно, давайте дальше пока не будем читать и перейдем в чат GPT и здесь попробуем задать вопрос. 30 секунд. Представьтесь. Ну, добрый день, меня зовут так-то, так-то, я специалист по контекстной рекламе. Удобно, уточните, удобно ли собеседнику говорить сейчас. Мы уже договорились о встрече, поэтому здесь не должно быть... Задайте вопросы, чтобы узнать больше о бизнесе. Могли бы вы рассказать, уточните цели клиента, какие основные цели вы ставите перед рекламной кампанией. Опишите, как вы можете помочь. Я могу предложить вам комплексный подход к контекстной рекламе, который поможет привести примеры успешных проектов. Видите, здесь он уже написал, что если они есть, успешных проектов у нас нет. Дальше, так, давай повторное представление, как краткий обзор. Презентация услуги. Детально расскажите о ваших услугах. Используйте презентацию с визуальными материалами. Кейс-стадии, примеры работ. Представьте примеры. Так, у нас живая встреча. Если, да, вот по-честному, то мы, как бы он нам телефонный разговор сделал. Потому что здесь мы Алисе не задавали какой-то уточняющий вопрос. Давай, вот можно и продолжи. Сценарий продающий онлайн встречи. Алису тоже попросили сделать онлайн-встречу. Значит, у нас два робота работает, сценарий онлайн-встреч. Введение. Представьте себя и компанию. Добрый день, меня зовут. Специализируюсь на контекстной рекламе. Значит, перед встречей убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы, такие как презентация, кейсы, примеры работ. Ну, хорошо, опять примеры работ. Начало встречи. Начните встречу с приветствия, представляйте себя, затем задайте клиенту вопрос о его бизнесе и текущих рекламных кампаниях. Ну, неплохо. Здесь сегодня я бы хотел обсудить с вами, как можем помочь улучшить вашу рекламную кампанию и достичь ваших бизнес-целей. Хорошо. Второе, да, вот прям по пунктам. Начните так, встречу с представлением себя, так, обсуждение проблем, потребностей, активно слушайте клиента и задавайте уточняющие вопросы, помогите ему определить основные проблемы, потребности его бизнеса. Тоже хорошо у Алисы, у Яндекс.GPT. Выяснить цели и проблемы, узнать больше о бизнесе клиента. То же самое, пока они идут вровень. Какие основные задачи и проблемы вы бы хотели решить с помощью контекстной рекламы. Значит, на это выделяется 10 минут. То есть здесь преимущество пока в тайминге, но в каком-то подходе я не вижу преимуществ. Обсуждение проблем и потребностей. Активно слушайте клиента и задавайте уточняющие вопросы. Помогите ему определить основные проблемы и потребности. Значит, здесь тоже он нам говорит, что необходимо определить цели, проблемы и потребности клиента. Презентация ваших услуг, следующий этап идет, да, подробно расскажите о том, что вы предлагаете и как это соответствует нуждам клиента. Примеры, если есть, покажите успешные примеры и кейсы предыдущих компаний. Здесь он тоже нас просит привести какие-то клиенты. Презентация ваших возможностей. На основе полученной информации представьте свою услугу по контекстной рекламе как решение для проблем клиента. Объясните, как ваша услуга может помочь ему увеличить трафик, привлечь новых клиентов, повысить видимость сайта. Хорошо, значит, здесь он добавляет стратегия для клиента, предложи конкретные стратегические подходы, обсуждение бюджета, обговорите предполагаемый бюджет, дальше сессию вопрос-ответ. Значит, здесь нет у нас предложения бесплатного аудита. Кстати, вот то, что он предлагает бесплатный аудит, в принципе,
Если у человека уже есть какая-то рекламная кампания, то можно им предложить бесплатный аудит. Здесь, кстати, чат Яндекс.GPT предлагает какую-то какое-то дополнение более классное. Значит, открытая дискуссия. Дайте клиенту возможность задать вопросы и выразить свои опасения или предположения. То есть выслушать клиента. Здесь он пропустил этот шаг, выслушать. Переходит на завершение сделки. Завершите сделку, предложив клиенту заключить договор на предоставление услуг. После завершения встречи свяжитесь с клиентом через несколько дней, чтобы узнать о решении его, обсудить дальнейшие шаги. Чат GPT же нам говорит, что если у вас все необходимые материалы и презентации, нет, обозначьте следующие шаги, например, отправку подробного предложения или подписание контракта, поблагодарите клиента за время и выразите надежду на сотрудничество. Свяжитесь с клиентом через несколько дней. Вот. И здесь дополнительный совет он даст. Подготовьте заранее, убедитесь, что у вас все необходимые материалы, презентация, профессионализм, соблюдайте деловой стиль, гибкость, будьте готовы к неожиданным вопросам и готовы быть гибким в разговоре. Фокус на клиента – это ваша цель, не только продать услуги, но и показать, как она может решить конкретные задачи. В принципе, я не выделю из Яндекс.GPT и Чат.GPT кого-то в лидеры я здесь, соответственно, отнести не смогу. Поэтому мне в принципе понравился ответ от Яндекс.GPT. Он неплохой, сразу скажу, да, он там не супер, но он неплохой. И Чат.GPT я бы тоже не сказал, что это какая-то супер рекомендация. Это тоже достаточно обычный, примитивный, достаточно ответ. Хотя мы задали ему достаточно подробный ответ. Конечно, можно еще улезать в детали, но мы этого делать не будем, а то видео может растянуться там на несколько часов. И давайте третий вопрос мы зададим. Мы зададим задачу по физике за 7 класс. Значит, у нас есть задача: круглый стальной брус диаметром 2 сантиметра, длиной 16 метров, растягивает силой равно 36 килоньютонов. Найдите удлинение этого бруса. Тогда, так, что-то, видите, единственное, удлинение стального бруса составит 1,4 сантиметра. Он, значит, нам начал решать через формулу удлинения стального бруса. Если не ошибаюсь, что-то, мне кажется, он... Ну, давайте ChatGPT задаем такой же вопрос. У ChatGPT есть преимущество в том, что у них есть математический помощник. И зададим ему задачу. Круглую сторону. Использовать закон Гука для упругой деформации. Формула закона Гука выглядит следующим образом. Дельта L, F, L, дельта L удлинение бруса, F сила, действующая на брус, L первоначальная длина бруса, модуль Юнга для материала бруса в паскалях. Площадь поперечного сечения будет равна площади круга πr квадрат, где радиус, то есть начало он считает также. Смотрите, для того, чтобы мне их проверить, мне пришлось эту задачу вбивать в Яндекс поисковике и искать ответ на этот вопрос. Потому что я сам что-то не смог ее решить. Значит, дело в том, что 1,4 сантиметра дал ответ Яндекс.GPT. Ответ 9,17 миллиметров дал ответ Чат.GPT. В различных решебниках, где есть эта задача, там тоже ответы разнятся. 0,87 метра и 87 в 10 минус 3 степени это 0,087, да, миллиметра. Получается где-то в районе 8 миллиметров. 1,4 сантиметра и 9 миллиметров. 10, в принципе, у них значения похожи, да, они близкие. Вот. Из-за того, что, как они считают, скорее всего, π, погрешность будет от этого зависеть и ответ. И будет от этого зависеть и погрешность. Потому что везде они дают ответ, что это примерно там столько-то, столько-то метров. Столько-то, столько-то метров. Да. Вот. Получается, что, в принципе, обе площадки ответили достаточно верно. Ну,
близким значениям. Если смотреть по общему, то, конечно, да, но здесь ChatGPT немного выиграл, да, потому что он первый там контент-план расписал неплохо. Но, честно вам скажу, я был немножко удивлен. Яндекс.GPT 2 работает тоже неплохо. Это причем не какая-то рекламная интеграция. Я просто для себя решил проверить, посмотреть, как это все взаимодействует. И, конечно, да, есть у него там множество косяков, но по большей степени вот с этими тремя задачами он, в принципе, справился не хуже, чем чат GPT. Не лучше, но и не настолько хуже. Я считаю, что эксперимент прошел удачно. Каждый из вас по прошествии там посмотрит этот эксперимент, сделает свои выводы. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Кликайте мне нравится под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Пока.